Здравствуйте, подписчики и новые слушатели. Это канал о мистике из реальной жизни. Истории присланы подписчиками и найдены на просторах интернета. У многих авторов жанра о мистике озвученные истории тоже взяты из интернета и, естественно, могут дублироваться на других каналах, неосознанно и случайно. Никто из авторов этого жанра не мониторит друг друга на повторе историй. Все источники озвучиваются в видео. Хочу предупредить о том, что скорость звуковой дорожки увеличена. На это есть веская причина. Кому не хватает интонации и расстановок, может в настройках поменять скорость воспроизведения. Это для тех, кому кажется, что я озвучиваю тоном, которым ругаются учителя. Напоминаю о просьбе смотреть каналы российских авторов через VPN, иначе YouTube оплачивать за их труд не будет. Часовой ролик требует работы около 4 часов. Я думаю, что это заслуживает благодарности. А также просьба ставить лайки и грозные дизлайки, на которые вы потратите меньше секунды вашего времени. Итак, let's go. Стечение обстоятельств. Автор Холиус. После службы в армии встал вопрос работы и дальнейшей жизни. Знакомый предложил работу в местном леспромхозе. От леспромхоза выучился на водилу форвардера. Трактор такой импортный, для вытаскивания леса с делянки к месту погрузки на лесовоз. И начал проходить практику. Был февраль. Практика, как и положено на убитой технике, на дальней делянке. От вахтового поселка до делянки ездили на Урале с манипулятором типа SF-65. Эдакая железная рука, которая грузит бревна на машину. В паре с этим Уралом мы работали. Я к дороге с деляны вывожу, а он уже дальше. Валкой занимались ручные бригады. Закончили смену. Урал загружен лесом. Выезжаю с ним до вахтового поселка. Темно, метель. Едем по лесной дороге. И тут мне приспичило по-маленькому. Говорю водиле тормознуть. Он меня в ответ просит посмотреть радиатор Урала на протечке. С ремонта он был. И один хрен я на улицу выпрусь. Я беру фонарь и выпрыгиваю из кабины. Отлил на сторону и пошел к морде Урала глядеть в радиатор. Гляжу в него, вроде все гуд. Делаю шаг от бампера, чуть назад, и наступаю на что-то мягкое. Свечу фонарем. Человек. Лежит в колее в метре от колеса машины. Снегом занесло немного и не видать ни хрена. Тракторист стрелевочника с соседней деляны. Бухнул прилично и пошел куда-то. Упал в колею, закутался в фафан и уснул. Затащили с водила его в кабину и довезли до поселка. Поначалу нормально было. А потом как накрыло меня. Жуткие ощущения. Поверишь и в судьбу, и даже в Кришну. Стечение обстоятельств, не давшее человеку сдохнуть, как собаке, несмотря на то, что он активно этому способствовал. Кто говорил вместо меня? Хочу поделиться с вами своей историей, которая по-настоящему напугала мое семейство. А я только могу догадываться, что же это было. 2 года назад, кроме основной работы и домашних дел, мне добавилась дополнительная нагрузка в виде 2 близнецов, с которыми надо было проходить программу за 3 класс, чтобы летом они сдали экзамены в Москве, подтвердив свое дистанционное обучение. И плюсом ко всему их надо было обучить греческому языку, чтобы пойти в греческую школу. На тот момент их родители решили перебраться на ПМЖ в Грецию. И кроме меня на острове не оказалось ни одного дипломированного учителя начальных классов. Уставала я ужасно. Дети богатых родителей до нашей встречи учились чисто номинально. И в какой-то момент от дикой усталости меня начало в прямом смысле вырубать. Я могла спать даже стоя, как лошадь. Этот вечер не был исключением. Я договорилась с дочерью, что она придет ко мне домой после работы и урока в 8 вечера. Уже не помню, куда мы собирались. Зная, что могу уснуть, попросила безжалостно меня разбудить. Проснулась я около 9 вечера. Увидела, что проспала. Выпрыгнула из кровати. Выбежала в салон и увидела мужа и сына, которые смотрели на меня ошалелым взглядом. При этом сын, завидев меня, начал перебираться поближе к папаше. Я начала кричать: «Где Мадюня? Это дочь. И почему она не пришла и меня не разбудила?» На что сын из-под папкиной подмышки ответил: «А Мадюня ушла,
и сказала, что больше будить тебя никогда не будет. Она так сильно испугалась, и мы с папой тоже. Я перетрясла всех свидетелей происшествия, и вот что получилось. Буду рассказывать от лица дочери. Когда я пришла, ты спала. Ну, как ты просила, я стала тебя будить. Сначала ты никак не реагировала, а потом таким матом завернула. Послала и меня, и всех подальше, и продолжала спать. Ну, я постояла немного и дальше будить тебя стала. И тут ты села на кровати, глаза закрыты, и начала говорить не своим голосом на каком-то непонятном языке, причем с таким выражением и рычанием, что было ясно, что это точно не тарабарщина. А голос был очень низкий, даже не человеческий. Я так испугалась, что с места сдвинуться не могла. Когда ты закончила свою речь, то сразу бухнулась опять на подушку и продолжила спать. И чтоб ты знала, будить я тебя больше не буду. Я потом уточняла, на что был похож тот странный язык, на что дочь и муж сказали, что они ничего похожего в жизни не слышали. Но все отметили одну особенность. В словах практически не было гласных звуков. Согласные, рычащие и шипящие преобладали. То есть они не могли понять, как такое можно вообще выговорить. Время прошло, история подзабылась. Но по-прежнему меня никто никогда не будет, пока я сама не проснусь. В детстве до 6 лет, просыпаясь по утрам, я умела говорить на каком-то языке, а русский совсем не помнила и плохо понимала, вспоминала русскую речь к обеду. Поэтому каждое утро у меня был сплошной стресс. Я не знала, что отвечать воспитателю, и пряталась по углам, пытаясь вспомнить какие-нибудь слова. Но кроме стишка «Мишка косолапый по лесу идет», и то не с первой попытки, вспомнить ничего не выходило. Но тот язык не был похож на ту речь, что описали мои домашние. Автор Эрнесто. Квартира. Автор Николай. Раз уж есть такая возможность, с расчетом на того, что эту историю прочитают только люди, которые реально в теме, и не станут кричать налево и направо о моей неадекватности, я набирался в себе смелости, дабы ее изложить. Дело было в году 2018. Я со своей девушкой все-таки снял нашу первую квартиру. Обычная однушка на окраине. Хозяйка замечательная и добрая женщина. В общем, все отлично. Жизнь начала приобретать новые краски и возможности. Но назовем так условно мою девушку, начала находить какие-то иголки, вколотые под обои. Будучи весьма суеверной, она не прекращала меня уверять в том, что это подклады, и ничего доброго они не сулят. Я лишь сделал вид, что мне это хоть немного интересно. Вот. И тогда все началось. Была ранняя осень. Темнеть начинало примерно к 8-9 вечера. Я поехал в другую часть города по делам. Возвращаться собирался к часам 10. И уже по пути домой мне позвонила встревоженная М. Она, чуть не рыдая, уверяла меня, что в квартире кто-то есть. Она выбежала на улицу в домашней одежде, не закрыв квартиру и не выключив свет, на остановку, встречать меня, аргументируя это тем, что явно слышала босые шаги по линолеуму в прихожей. Немного собравшись с мыслями, она взяла ноутбук и перешла с ним на кухню. Там можно было курить. Но чертовщина начала доноситься из ванной. Как описывала это М, похоже было, будто кто-то мнет плотный пакет. И звуки были все ближе и ближе, пока не начали издаваться со стороны холодильника и раковины на кухне. Естественно, хрупкая и суеверная девушка кинула ноут и, даже не переобувшись и не закрывая квартиру, выбежала на улицу. Благо, хоть машинально выключила плиту, на которой доваривались макароны мне на ужин. Встретила меня на остановке. Кое-как попыталась мне донести всю суть бесовщины. Я согласно покивал головой, мол, понимаю, и повел ее домой. М немного успокоилась. Я поел разваренных макарошек, и мы пошли спать. Вроде все и утихомирилось, но спустя буквально дня 3 мы пошли в магазин за продуктами. На телефонной тумбочке возле двери лежала куча спама из почтового ящика, среди которого была жировка за коммуналку. Я перебирал кучу этих бумаг. Некоторые даже падали на пол. Нашел нужную, остальные опять сложил в аккуратную пачку и положил на место. Все. Сходили в магаз, вернулись, зашли в квартиру. М застыла и начала тупо истерить. И лишь потом, узнав причину истерики, я и сам немного осел. На той самой телефонной тумбочке, которую я при выходе основательно прошурфил,
лежала аккуратная кучка пепла, очень похожего на сигаретный. М начинает материться и плакать, проклиная эту квартиру. Я пытаюсь ее успокоить и просто выдумываю историю о том, что это я курил, пока разговаривал по телефону и тряс пепел просто на край тумбочки. С понтом, что потом уберу, но забыл. Только сейчас понимаю, насколько это тупое объяснение ситуации. Ведь в 2018 году говорить по домашнему телефону мне доводилось ровно 0 раз. Но прокатило. М поверила и успокоилась. Мы легли спать. Она уснула быстро, так как мы немного выпили. Я посмотрел видосы еще немного и тоже лег. Уснуть не получалось. И слышу шаги по линолеуму. Будто слегка влажные ноги, немного прилипая, топают. Прихожая, зал, уже рядом. Самое умное, что я придумал, это громко покашлял. Опять тишина. И вдруг резкий звук с кухни. Будто ударились 2 вазы или горшки. М спит. Я ударил по пробелу на ноуте, чтобы хотя бы часть комнаты осветить. Немного полежал, опершись на локоть, и, собрав все яйца в кулак, быстро пошел на кухню. Включил свет и увидел разбросанный по полу нарезной батон, который до этого лежал в керамической посудине, упакованный в пакет. Эта посудина стояла пустая и вплотную упертая в банку с чайным грибом, а между ними до этого было расстояние в целый стол. Я, на удивление, спокойно все собрал, поставил на свои места и пошел спать. Хоть это и не особо получилось. Через примерно 2 дня я позвонил хозяйке и соврал, что нам нужно по семейным делам ехать на родину. Благо, женщина понимающая, и вернула часть денег. Своей девушке, в свою очередь, я тоже соврал. Мол, сваливаем на другую съемку, так как все выписались из этой квартиры. И теперь нам нужно будет платить коммуналку намного больше. Мы из Беларуси, а тут так оно и есть. Я решил, что так будет лучше, ведь она еще толком от той чертовщины не отошла. Вот такая история. Источник сайт Фостор.ру. Черная тетрадь с предсказаниями. Автор Red Knight. Здравствуйте. Сегодня я хотел бы поделиться с вами одной историей, которая долгое время была нашей семейной тайной. Я уже ранее писал одну свою историю, и это уже вторая. Засесть за нее меня заставило обилие свободного времени, ввиду праздников, и сложившаяся в мире ситуация. Эту историю рассказала мне моя мама. Несколько лет назад. Она произошла еще тогда, когда она ходила в детский сад в СССР. Моя мама родилась в 1971 году, и по ее воспоминаниям это было тогда, когда ей было примерно лет 6. То есть я предполагаю, что история приключилась в 1977 году. Но точных данных, к сожалению, у нас нет. У нее есть старший брат, мой дядя, соответственно. Она помнила, что он уже ходил тогда в начальные классы школы, и ему было лет 8-9, учитывая, что он родился в 1968 году. То 9 лет 3 класс. Ему как раз было бы в 1977. Но это так, скорее ввод в курс дела. Так вот сама история. Однажды моя мама вернулась домой из садика. Ну, может, не сама. Может, кто-то ее отводил и привел. Но это в данной истории роли не играет. И застала дома всю семью, включая и вернувшегося из школы брата, моего дядю. Оказалось, что он, брат, не дядя, притащил из школы странную тетрадь, которую ему дали на 1 день дома полистать и затем вернуть. Как бы это странно ни звучало для того времени, но это была тетрадь с предсказаниями. Тетрадь была, настолько я понимаю из рассказа, наверное, на 48 листов, в черной однотонной обложке. Никаких надписей на ней вроде не было. По крайней мере, мама ни разу о таковых не упоминала. А на странице этой тетради были наклеены листы с предсказаниями. Это были ксерокопии. Судя по воспоминаниям мамы, вроде в СССР были ксероксы, только иностранные. До своих промышленность в то время не дошла. Но в любом случае мама уверяла, что это были именно копии с оригинала. Там был напечатан текст. И, как мы предполагаем, изначально это должно быть какая-то самоиздатовская книга, в которой были напечатаны эти пророчества. А затем уже с нее кто-то снял копии. С каждого листа, с каждого разворота, а потом аккуратно разрезал и наклеил на листы тетради. Итак, печатный текст.
копия с него, наклеена на тетрадь. Вот что из себя все это представляло. Мамин брат объяснил, что ему дали эту тетрадь в школе, что она ходит по рукам, и что завтра он должен будет ее вернуть, чтобы дать полистать и другим одноклассникам. По принципу «почитал, отдай другому». Ввиду этого все домочадцы целый день активно изучали тетрадь с предсказаниями. Ведь завтра такой возможности не было бы. Откуда вообще взялась тетрадь? Кто ее первый принес? И кто автор-составитель? Мама не знает, а может уже и не помнит. И вот здесь я вынужден вас разочаровать. Мама в силу возраста запомнила не все, а лишь те предсказания, что показались ей интересными или врезались в память крепче всего. Но даже то, что она рассказывала мне, звучит интересно. Не стоит бояться этих пророчеств, ведь все эти предсказания уже сбылись, за исключением одного. Итак, вот те пророчества, что мама запомнила. Первое. СССР через непродолжительный промежуток времени распадется на ряд государств, и некоторые из них будут воевать друг с другом. Это звучало очень жутко для того времени. Ведь госидеология твердила, что союз нерушимый и так далее. И поэтому за такие слова, думаю, можно было бы отправиться куда подальше. Она помнит, что все с большим непониманием перечитывали это пророчество, и что ее отец, мой дед соответственно, плевался, перечитывая это, потому что ни один человек не мог представить себе такое и тем более желать. Он не мог поверить, что такое может быть. И вроде бы даже называл этот пункт бредом. Однако, к сожалению, сейчас мы видим последствия исполнения этого пророчества. Что же касается войн, то, думаю, многие и так знают, сколько конфликтов межнациональных и религиозных разгоралось и тлеет на территории теперь уже бывшего СССР. Второе. СССР распадется, и Украина станет независимым государством. В будущем между Россией и Украиной будет война. Это пророчество частично вытекает из номера 1. И никто из них тоже не мог поверить в это. Дед не мог поверить в то, что Украина будет независимой страной, и что мы с ней вдобавок будем воевать. Никто просто не понимал, по какой причине может разгореться война. Тем более, что и у нас, как у большинства людей в России, были и есть родственники и на Украине, и поэтому тем более никто не мог поверить в это. Я думаю, что не стоит говорить, что после событий февраля 2022 мы с мамой вспомнили это пророчество из ее детства. Так что для меня ничто не стало неожиданностью. Добавлю лишь то, что я думал, что война начнется в 2014, когда на Украине произошли известные события. Но тогда до войны именно с РФ дело не дошло. Думал я об этом, естественно, держа в памяти тексты этих пророчеств. Третье. Вся Россия будет черной. Это самое странное предсказание в списке, и никто в семье не мог понять его. Мама рассказывала, что если они касались этой темы в разговоре с родственниками, то всегда предполагали, что имеется в виду что-то наподобие природного бедствия, климатической катастрофы, что-то такого, что скроет солнце и небо тучами, как в фильме «Матрица», и будет темно. Всегда пересказывая эту историю, мама передавала это предсказание этими 4 словами. Поэтому я написал их тут именно так, как слышал от нее, ничего от себя не добавив. Мы уже задним числом догадались, что имеется в виду в этом пророчестве. Я опасаюсь написать это прямо, чтобы не попасть под 282 статью. Намекну, что речь в тексте пророчества, это дано в грубой форме, идет об изменении количества других народов и этносов в России. Все, молчу. А вот это предсказание пока не сбылось, и мы гадаем над его смыслом. Четвертое. Возрождение России начнется с Сибири. Это предсказание мама запомнила именно так и повторяла эти слова именно так, а не иначе. Мы не совсем понимаем, что это значит. В Сибири произойдет что-то хорошее, что положительно повлияет на всю страну сразу. Так? Там родится новый президент или духовный лидер, основатель нового учения, знаковая фигура, или люди, живущие там, будут делать что-то, что в конечном итоге повлияет на внутреннюю и внешнюю политику в стране? Мы пока не знаем, что имеется в виду. Некоторое время назад, в 2021, в новостях мусолили тему про строительство новых городов в Сибири. Почитайте об этом. По инициативе самого Шойгу. И я тогда подумал, что это как-то связано с возрождением и что предсказание, возможно, начинает потихоньку сбываться.
Но потом ничего не изменилось. Сейчас самая актуальная тема – любые новости, связанные с войной. Последнее предсказание как бы дает лучик надежды на лучшее, но мы пока не можем его расшифровать. К сожалению, эти 4 пророчества – все, что 6-летняя мама смогла тогда запомнить. Она говорит, что тогда еще не ходила в школу. Значит, ей было по максимуму лет 6. Разумеется, раз тетрадь была толстая, то и предсказаний там было больше. Просто мама их не помнит. Я рискну предположить, что, возможно, они были напечатаны там намного более подробно, чем это запомнила мама. Но у нас нет возможности это уточнить. Ведь на следующий день дядя унес эту тетрадь обратно в школу. Попади эта тетрадь ко мне в руки, я бы, конечно, перефотографировал бы каждый ее разворот на смартфон. Но ведь тогда, в 1970-х, у людей не было такой техники. Нам также не у кого спросить, так как дедушка умер, когда мне было 9 лет. Бабушка долго болела и умерла несколько месяцев назад, а дядя просто помнит не больше маминого. Таким образом, вся эта история остается ужасно загадочной и таинственной. Больше всего, конечно, интересует, откуда в СССР, где люди верили в науку, а не в предрассудки и бабок-гадалок, астрологию и религию, могла появиться такая тетрадь. А учитывая, что был, по всей видимости, печатный первоисточник, все это становится намного запутаннее и страннее. Кто мог составить эти пророчества? Да еще не написал их от руки, а копировать и распространить через тетради. Готов поспорить, она прошла не через 1/10 рук. Возможно, на районе остаются люди, которые вспомнят, как повстречались в далеких уже 1970-х с той загадочной черной тетрадью и ее предсказаниями. Постскриптум. Пожалуйста, в комментариях воздержитесь от срача по поводу пунктов 2 и 3. Я их не выдумывал, писал, что есть. Но было бы неприятно, если бы вместо обсуждения пророчеств люди в комментариях стали бы выяснять отношения и демонстрировать свою политическую ориентацию. Всего хорошего. Источник сайт fostor.ru. Температура. Автор не помню сюда. Когда мне было около 3-4 лет, я слег с нехилой температурой под 40. Я лежал и бредил во сне, а мать суетилась рядом и от нервов позвала своих родителей, моих бабушку и дедушку, и позвонила заодно в скорую со стационарного домашнего телефона от соседей. Отступление. Это происходило в небольшой деревеньке в конце 90-х. Ближайшая скорая в 50 километрах. Да и телефона у нас не было. А бабушка с дедушкой жили на другом конце улицы. Моя мама поглаживала меня, поправляла постель и все время повторяла мое имя. Мол, сына, сынок, имя, имя. Так вот, в какой-то момент я ответил, что я не имя, и начал говорить на родном языке, бурятском. И не просто, а со старым акцентом. Употребляя фразы, ударения, тянул слова, как старый человек. Речь была логична и понятна, а не набор слов. Хотя дома всегда говорили на русском. И знать я его не мог. Даже понимать вряд ли. Что поделать, обрусение. Это привлекло внимание матери. Она, конечно, прислушалась, а потом занервничала и позвала дедушку и бабку ко мне. Дед у меня без тормозов. И раз представился интересный случай, он начал меня расспрашивать, кто я, как зовут, чем занимаюсь, даже сколько скота и как здоровье. Я ответил, что меня зовут Джавзан, Пагм. Таких имен я никогда не слышал, ни до, ни после. Как сказал дед, это суперстарое имя. Здоровье хорошее, только вижу совсем плохо. И что живу со своим стариком-мужем, что очень сильно хочется поесть свежее мясо. Но муж не разрешает, хотя скот есть. Все хочет сыну дать, который поехал в город работать, и давненько уже не навещал. Называл я своего деда Хубуном, то есть молодым человеком или мальчиком, которому тогда было 65+. Мать смотрела молча и переглядывалась с бабушкой, а дед еще много чего спрашивал, пока я совсем не сник. Месть из гроба. Автор Марв. Это случилось в далеком 1958 году. Я, выпускница одного из московских геологических вузов, работала в лаборатории горючих ископаемых научного учреждения. Во время дипломной практики плавала в составе партии по лени, изучая мезозойские отложения Ленского угленосного бассейна. Позднее бывший мой шеф, усмотрев во мне какие-то способности,
Отправил меня начальником отряда по изучению подобных отложений бассейна реки Амга, а сам с семьей укатил в отпуск на Украину, откуда был родом. Итак, нас было 5. Павел, самый старший, участник войны, отец 3 детей, ему было 37 лет. Вадиму 26, тоже семейный с ребенком, ждал прибавления в семействе. Лиза – одинокая женщина, имела 6-летнюю дочь. Матвей – мой знакомый, художник. Всю зиму уговаривал меня взять его рабочим, чтобы увидеть красавицу Амгу. До Амги долетели спецрейсом и купили там деревянную лодку. Еще у нас была 5-местная резиновая лодка. Плыть предстояло до устья Амги. Оттуда нас через 2,5 месяца должны были забрать на катере «Ленинградская геология». Маршрут начали с села Покровка, куда мы пошли пешком. По дороге посетили музей Короленко, где запомнилась печь, которую он сам клал. В долине реки в первый и последний раз в жизни любовалась огромным полем распустившихся саранок. Амга поразила меня уютным спокойствием, красотой природы. Вода удивительно теплая, чистая, прозрачная. И видно, как проплывают темные тучки мальков. Нам некогда было рыбачить. Временами марлевым пологом ловили рыбешку и варили вкусную уху. В июле начали по берегам реки встречать сенокосчиков. Наши мужчины были в восторге от красоты амгинских девушек. И я, несмотря на свою женскую придирчивость, заметила, какие они статные и высокие, застенчивыми красивыми лицами. Коллектив наш был дружным. Житейскими бытовыми делами руководил Павел. Мог и хлеб испечь в зале каменного угля, которого было вдоволь по берегам реки. Чувствовала, что он хороший семьянин. Не было дня, чтобы не вспоминал свою жену и детей. Очень добрый, с открытой душой человек. Видно было, что он ценит жизнь и радуется ей. Вадим Весельчак. В университете был известным спортсменом, шахматистом-перворазрядником, стрелком. У меня остался образ ветреного, с неуравновешенным характером молодого человека. Только Лиза ничем себя не проявляла. Была замкнутой, со мной почти не общалась. Художник наш все что-то рисовал и писал маслом пейзажи. По пути мы заезжали в деревни покупать продукты. В одной из них пожилой мужчина рассказал, что внизу по течению, на левом размытом ледоходом берегу, обнаружил торчащий выше уровня воды гроб. Часть его находилась, по-видимому, в первоначальной могиле. Глубина залегания больше метра от поверхности почвенного покрова. Гроб, несомненно, древний, без единого гвоздя и представляет из себя выдолбленное, очищенное от коры бревно. Крышка сделана таким же способом. Мы с Матвеем на деревянной лодке плыли впереди. Мои студенты отстали, за поворотом их было видно. Примерно на расстоянии, о котором рассказал мужчина, я заметила издали белое бревно и подумала, что это и есть, наверное, гроб. Через несколько километров мы остановились, нашли удобное место для стоянки. Разгрузились и ждем своих студентов. Их час нет, 2 нет. Заявились только через 4 часа. Выскочили из лодки возбужденные и, захлебываясь, стали рассказывать, как вытащили гроб. Часть его была еще в мерзлой земле, поэтому долго возились. У гробу обнаружили останки женщины. Вадим протянул лежащие на мужском носовом платке украшения, бусы и что-то металлическое, покрытое зеленой коркой медного окисления. Бусы крупные, бирюзового и белого цвета, похожие на керамические. Втроем стали меня убеждать, что я должна их куда-нибудь сдать как археологическую ценность, но я даже не дотронулась до украшений. Стала объяснять, что они взрослые люди, совершили большой грех, разорив останки могилы, прекрасно зная, что у всех народов это считается кощунством. А вдруг она была великой шаманкой? Наши археологи – люди разных национальностей. Вадим якут, Павел русский, Лиза украинка. После моих слов растерялись, а потом стали укорять друг друга. Вскоре после этого случая с нами чуть не приключилось несчастье. Утром свернули лагерь после ночевки и стояли, обсуждая предстоящий маршрут. Вдруг прогремел оглушительный выстрел. Вначале ничего не поняли. Оказывается, Лиза держала ружье Вадима, дробовик большого калибра. Почему-то он оказался на взводе, благо, что Лиза его держала вертикально. Вадим кинулся на нее и чуть не побил. Еле успокоили. Никто не мог объяснить, как получился выстрел. Вадим убеждал,
что ружье было на предохранителе, а Лиза уверяла, что она ничего не трогала. Мой отец охотник и говорил, что любое ружье один раз стреляет как бы само, даже когда висит на стене. Прошло много лет, и за эти годы я ни разу не встречала своих студентов. Думала, куда-то разлетелись с дипломом инженера-геолога. Как-то разговорилась с нашей сотрудницей, выпускницей ЯГУ. Она, оказывается, училась в этой группе с моими практикантами и рассказала про их судьбу. Никто из них не окончил университет. Лиза стала пить и бросила учебу. Сотрудница сказала: «Приглядись к бичихам около Тумады. Одна из них Лиза. У Вадима умер ребенок, с женой развелся, совсем спился и позже тоже шарахался около Туймады. А Павел, уличив жену в неверности, покончил с собой на глазах детей, разрезав бритвой вены. Сейчас думаю, не связано ли все это с тем, что произошло в Амге. Это, вероятно, месть женщины из гроба за поруганную вечную обитель и похищенные дорогие для нее вещи». Подборка мистических историй из сайта «Подслушано». Авторы анонимы. История первая. Было мне 16 лет, зима, дома одна. И вот вечером отключили электричество. Сижу в полной темноте. От нечего делать решила просто полежать на кровати и ждать маму с работы. Тут вспомнила, что не закрыла дверь. Мы жили в частном секторе, и бывало, что к нам прямо в дом заходили всякие незнакомцы. Закрыла дверь, легла на кровать, а сама думая о том, чтобы не заснуть. Иначе мама будет долго стучать, а я не услышу. Глаза начали потихоньку закрываться, и вдруг в комнате раздался мужской голос, как будто выкрик: «Не спи!». Я подскочила и выбежала на улицу в одних носках. Страху даже холода не чувствовала. Немного подождав, я все же заскочила обратно. Схватила первую попавшуюся куртку, надела ботинки и пулей вылетела. Гуляла за двором, пока мама не пришла. Не стала ей рассказывать, посчитав, что мне просто показалось. Однако потом я начала слушать стуки в стену, как будто кто-то с улицы стучал. Но маме все равно ничего не рассказывала, посчитав, что мне никто не поверит. И вот спустя время, когда я уже училась на первом курсе, мама мне рассказывала, что в доме иногда происходит какая-то паранормальная фигня. Теперь, приезжая к маме в гости, я немного побаиваюсь находиться в этом доме. История вторая. Папа у меня пил сильно. Ходить нормально не мог, ноги отказывали. Сидим поздно вечером в комнате, гадаем с мачекой на картах. С кухни папа возвращается, встал вдруг посреди комнаты и говорит испуганно, что за спиной у него стоит кто-то. Решили при помощи карт узнать, кто это был. Выпала смерть. Через 4 месяца его убили. С тех пор в квартире просто находиться страшно. Снится он мне очень часто. Карты в руки больше не брала. История вторая. Никогда не верила в мистику типа сглаза, порчи, а особенно в то, что нельзя носить, примерять чужие золотые кольца. После смерти сестры 2 ее золотых кольца оказались у меня. Я носила их до тех пор, пока по случайности не потеряла одно за другим. Но после того, что случилось потом, я начинаю верить в то, что кольца впитывают чужую судьбу. Сейчас в моей жизни происходит ровно то же, что когда-то было и у моей сестры. Конечно, есть какая-то своя индивидуальность, но суть событий та же. История третья. Каждый день я выхожу на улицу, иду на работу. Недавно шел домой, было уже темно, и я, как обычно, зашел в темный и неприятный тоннель, к которому уже привык. Было очень тихо, но вдруг я услышал чей-то взволнованный шепот: «Постой, не иди». Я очень испугался, остановился и осмотрелся. Никого не было. Пока я осматривал тоннель в ужасе, услышал громкий грохот снаружи. В ужасе я выглянул и увидел, что снаружи, ровно там, где я стоял, была жуткая груда камней. История четвертая. Мне тогда лет 5-6 было. Мы с братом в детстве всегда спали в одной комнате. И наши кровати стояли почти напротив друг друга. Моя ближе к двери, а его к окну. В то время брат уехал отдыхать в летний лагерь. А мне одной как-то некомфортно было. Я просто лежала, пытаясь заснуть. Но уснуть не могла. Вдруг вижу, как к кровати брата подходит мальчик. Со спины прям как мой брат. Я обрадовалась. Думала, он пораньше с лагеря вернулся. Даже не подумала, что ночь на дворе.
и тихонько позвала его по имени. А он обернулся, и я вижу, что это не мой брат. Такое жуткое страшное лицо с глубокими порезами и жутким издевательским оскалом. Я тогда под одеяло спряталась и еще долго не решалась выглянуть. Через несколько дней вернулся брат с перебинтованной головой. В лагере где-то была территория стройки, и он случайно ударился головой о строительный кран. Иногда теперь думаю, связан ли тот кошмар с происшествием брата. К счастью, больше я это жуткое существо не видела. История 5. Была в гостях на даче, осталась ночевкой. Дача не сильно обустроенная была. Но молодые ведь, маевок хочется. Сидим при свечах, пиво пьем. И тут по столу между еды ползет мышь. Я не то чтобы мышей боюсь, а была очень удивлена. Во-первых, она была коричневая, а во-вторых, ее наглости. Приезжаю я утром домой, а мама мне рассказывает. Лежала она ночью, спала, и посреди ночи проснулась от моего голоса. Говорит, что будто совсем над духом мой голос услышала. Мышь. Она перепугалась, мало ли что, не сразу вспомнила, что я на даче. Посреди ночи звонить не стала. До этого момента история о том, что можно услышать голос родного или любимого человека за несколько километров в разных городах и странах, мне казались полной дичью. История 6. Деревня, поздний вечер. Катались с подругой по трассе от нечего делать. На улице было уже темно, когда мы возвращались домой. Увидев впереди силуэт мужчины с ребенком, решили подвезти. Сигналим. Они движутся в нашу сторону. И когда они приблизились, мы увидели их одежду, которая была не из нашего времени, годов 40-х. Голова мужчины была забинтована, и были они какие-то полупрозрачные. Никогда бы не поверил, не увидев своими глазами. Свалили мы ой как быстро, и непонятно, что это было. «Я не отсюда», автор Никса. Случилось это в 2012 году. Работала я тогда в книжном магазине. Не в крупном центре города, а в небольшом районном. Но были и у нас свои постоянные покупатели, которые знали, что у нас можно найти очень интересные книги, за которыми не нужно будет ехать через пробки в центр города, теряя время, а иногда и деньги. В общем, был самый обычный воскресный день. Торговля, как вы уже знаете, не ведает выходных. В будние дни и в субботу обычно наплыв покупателей, а вот в воскресенье затишье. И вот сижу я, никого не трогаю, примус подчиняю. Это шутка. За окном тихая сентябрьская изумительная осень с разноцветными листьями на деревьях, прозрачным голубым небом. И вдруг у меня перед глазами встает картина. Передо мной море желтого чистого песка. Именно желтого, немного похожего цветом на цыплячий пух. Песок от горизонта до горизонта, а над ним купол хрустально-голубого неба. День, но солнца на небосклоне не видно. С неба куда-то за горизонт падает ярко-белая звездочка. Очень яркая. И я понимаю, что это моя душа. А все вокруг – это наша планета в незапамятные времена, когда людей на ней было раза два и обчелся. Мне сегодняшний дает сознание, что да, это именно моя душа. И отправлена она на эту планету наказание за что-то. За что не сообщили. Я должна была прожить на Земле долгие тысячелетия, будучи одиночкой. Мне запрещено было не только заводить семью и рожать детей, но и просто привязываться к кому-либо. Теперь о себе. Я действительно по жизни одиночка. У меня нет привязанностей. Когда мне было 23 года, нашелся парень, который все же позвал меня замуж. Казалось бы, радуйся. Девушки поголовно стремятся создать семью, свить свое гнездышко. Но не я. Мое настроение резко пошло к плинтусу. Умом я понимала, что мои одноклассницы уже и замужем, и детей нарожали. А на меня смотрят как на ущербную, никому не нужную. Что вот он, мой шанс доказать свою нужность и привлекательность. В то время я работала в аэропорту, в мужском коллективе. Мужики заметили мое нижеплинтусное настроение. Думали, что меня кто-то обидел. Но когда узнали причину, были немало ошарашены. У них произошел разрыв шаблона. Короче, я все же вышла замуж, даже родила сына. Правда, с мужем разошлись, когда я была на 4-м месяце беременности. Сына я рожала 3 суток. Потом были реанимации, детская и взрослая. Ходить нормально я начала только через полгода.
Еще 2 раза я пыталась завести полноценную семью, но не смогла ужиться с мужчинами. Расставались ровно, без скандалов. После этого видения посмотрела всю свою жизнь. И вот теперь гадаю, что это было, сколько мне еще быть наказанной. И неужели эти 3 суток со схватками были тоже наказанием за нарушение тюремного режима, в кавычках? А может, это был знак, что это окончание срока? Или все же бред сивой кобылы? Пысы. Единственный человек, которого я очень люблю, это мой сын. Родители, да, уважаю, по мере возможности помогаю. Но они мне словно близкие знакомые. Хорошие, но не родные. Гости с того света. Автор Рианна. Доброго времени суток, уважаемые. Вот вспомнила пару ситуаций из моей жизни. О них и поведаю ниже. Произошло это летом 2012-го. Я легла спать, и мне приснился следующий сон. Я находилась, в туалете какого-то ночного клуба. С одной стороны стоял ряд кабинок. На противоположной стороне рукомойники с большим зеркалом над ними, на всю стену. Так вот, я подошла помыть руки и посмотрела в зеркало. Но в отражении вместо себя я увидела другую девушку. Примечание автора. Я кореглазая брюнетка, в отражении была голубоглазая блондинка. Она смотрела на меня с презрением и ненавистью. И еще во сне я знала, что она мертва, что она самоубийца-утопленница. В следующую секунду она резко попыталась схватить меня за запястье. Но как только она прикоснулась ко мне, я проснулась. Этим же утром по дороге на работу я чуть не попала под машину. Через пару дней произошла аналогичная ситуация, но все же с различиями. Во 2-й раз я задремала, и через какое-то время я проснулась и увидела, что возле моей кровати со стороны ног стоит мужчина возраста 42+, в черном костюме тройки. Такого же цвета обуви и в белой рубашке. Мертвый. У меня было четкое чувство, что он пришел за мной. Но я поленилась вставать к нему. Я развернулась со спины на бок и уснула. А мой гость ушел. Этим же утром я точно так же чуть не попала под машину. И на том же месте, что и за пару дней до этого. Пропавшие ленточки. Автор Убик Мост. Я как-то собирал коряги в лесу для террариумов. Некоторые коряги я брал с собой, а интересные помечал красной ленточкой, чтобы на обратном пути забрать можно было. По лесу прошелся, собрал интересности всякие и пошел обратно. Встречал каждый кустик, пока шел. Каждое дерево, даже место, которое облюбовал дятел, я встретил. Однако красных лент, которые завязывал на деревяшках, я не встретил. Можно подумать, что кто-то ушлый моей помощью воспользовался и забрал их себе. Однако я повязал одну ленту на ветку одного мертвого дерева. Оно стояло во враге. Думал спилить позже. Плюнул я на эти ленты, не стал их искать. Пошел к тому дереву, потому что не заметить его было трудно. Вот тут самое интересное. Либо я до хрена тупой, и мне в лес соваться не стоит, либо еще что-то. Хорошо, что целым из леса выбрался. Дерева-то не было, а враг есть, поваленные деревья рядом тоже есть. А серого дуба нет. Огромного дуба просто не было. Хорошо, что я быстро из леса вышел, так бы и заплутал. Лес вообще не глубокий был, рядом коттеджи находились, у окраины поселка в общем, и люди там никогда не терялись. Пожаров не было, и тут вот такое вот, год назад это было. Поиск деда, автор Волевой. Источник сайт Фостор.ру. Я поисковик Лиза Алерт. Искали деда в ночном лесу на болотах. Перед выходом из штаба местные посоветовали не ходить в одну сторону леса. Мол, вот там чертова поляна, а вот там ведьмино болото. Много людей там пропало. Но мы, конечно же, все равно пошли. С собой навигатор Garmin и 3 телефона с оффлайн-картами. На всем оборудовании пишется трек. Лес представлял из себя сосновый бор без холмов и оврагов, местами с болотцами и буреломом, с множеством абсолютно одинаковых огромных поваленных сосен, с вырванной корневой системой, которая представляла из себя земляной гриб 2 метра в высоту. Огромное количество разнообразных фантиков, пакеток и тряпок, привязанных к деревьям. Также находили предметы верхней одежды. Добрую кожаную куртку, висящую на дереве, рубахи, ведра, корзинки. И вот я веду группу прямо.
Но мой навигатор упорно мне показывает, что я повернул налево. Сверяюсь с компасом на аварийный азимут. Полная ерунда. Зову остальных к себе. И что вы думаете? На каждом навигаторе абсолютно разный трек. В разные стороны. Компас не работает. Ребята, мы заблудились на поляне размером 200 метров. При полном оборудовании. Выйти удалось только по деревьям. Ну, то есть засекаешь пару деревьев, идешь на них прямо, не отрывая глаз. И так далее. Через 200-300 метров оборудование пришло в норму. Треки сошлись. Обратно возвращались по краю этой поляны. Навики снова тоже ерундили. При том, как у остальных групп все было хорошо. А теперь представьте пенсионера ночью в этом лесу. Постскриптум. Дена нашли живым на другой стороне СНТ, на краю болота. Соскучился. Автор Королевна. Всем доброго времени суток. Так уж повелось, что многие из моей семьи сталкивались и продолжают это делать с завидной регулярностью, с мистикой. Видели покойных домовых, могут на картишках что-то там предсказать. Я же, так сказать, в семье не без урода. И не то, чтобы меня это очень расстраивало. Так-то тоже не обделена. И сны вещие, и предвижу события. Ну так, по мелочам. Но вот чтобы столкнуться с чем-то, не было такого. И почему-то думала, что тут особенности нужны. Но однажды и со мной кое-что случилось. Ну так вот. Постирала я как-то белье и выхожу на улицу развесить его. Дом частный. И окна веранды выходят как раз в наш двор. Развесила я, значит, все, и пошла в дом. И в это время чисто машинально бросаю взгляд на окно. А оттуда на меня с веранды сквозь окно смотрит мой благоверный. И все бы ничего, пусть смотрит. Да и чтобы не полюбоваться на такую красоту. Смутило лишь то, что он покойный. Но не привыкла я, чтобы на меня умершие смотрели, даже если это и муж. Все длилось несколько секунд, и он пропал. Успел. Помнит, видать, что я сюрпризы не люблю. Так что теперь я думаю, что случиться такое может с каждым. И им, гостям оттуда, вообще все равно, есть там у тебя способности какие-то или их нет. Соскучился по любимой жене, чтобы не сходить, не проведать. Банник. Автор я пишу. В баню я не хожу принципиально, не могу. Сердце у меня здоровое, и жару переношу хорошо. Но после одной жуткой истории мне хочется в обморок даже от одного запаха дубового веника. Случилось это 10 лет назад. Я тогда была студенткой 3-го курса. Зимняя сессия подошла к концу, и мы с подругой, моей одногруппницей, поехали погостить к ее родной бабушке в деревню. Не хочу говорить настоящее название той деревеньки. Буду условно называть ее Страхоплёповка. Уж поверьте, оно подходит ей больше, чем настоящее. Страхолёповка – деревушка маленькая, но живописная. Мы должны были погостить там несколько дней и в канун Нового года вернуться в город. Моя подруга, воспитанная бабушкой, прожила там всю жизнь, пока не переехала в студенческое общежитие. В общем, все дни мы ходили по гостям к ее дальним родственникам и бывшим одноклассникам. Даже посетили местный клуб. А в последний день перед отъездом решили попариться в баньке. Баню нам затопили обжигающе жаркую. Дядька моей подруги, живший в соседней избе, вечером лично наколол дров. А как управился и все приготовил, вручил нам по душистому дубовому венику. Бабушка, беспокойно посмотревшая на часы, попросила нас допоздна там не задерживаться. «Попариться успеете», — сказала она. «Главное, в полночь туда не шастайте». Уже млея на лавке от приятного жара, я поинтересовалась у подруги, почему так важно помыться до полуночи. «Да, деревенские суеверия», — лениво махнула она рукой. «Говорят, что в бане свой домовой живет, банник называется. В полночь сам приходит мыться, и лучше с ним не встречаться». К 11 вечера мы успели сделать несколько заходов в парную. Хорошенько отходили друг друга вениками, помылись и, наконец, вернулись в дом раскрасневшимися и счастливыми. Потом мы больше часа сидели вдвоем на уютной деревенской кухне и попивали какой-то чудесный травяной чай. Как-то незаметно разговор снова зашел про банника. «Ну а что про него рассказывают?» – спросила я. «Домовые вроде не такими уж плохими считаются. Это злой дух». Подруга шутливо заговорила таинственным шепотом. «Если зайдешь в парную и застанешь его там, может и кипятком окатить». «Значит, вредный он», – сделала я вывод.
Но бывает от него и польза, прозвучал задумчивый ответ. Например, в святке девкам можно гадать возле бани. Задираешь юбку и стоишь возле входа. Если тебя коснется мохнатая рука, то муж будет богатым. Если голая – нищим. Я захохотала, а подруга продолжала. А если рука мокрая, то выйдешь за пьяницу. Через 5 минут мы уже крались к остывающей бане, пока бабушка спала в доме и не слышала. Ну не глупость ли? Во-первых, не святки, да и в мистику мы не верим. Тогда зачем гадать? Но мы хихикаем, как дурочки, нам весело. И вот мы уже стоим спиной ко входу, спрашивая у банника, какие у нас будут мужья. 2 круглых белых зада щиплет мороз. Картина, наверное, была на редкость глупая. И тут у меня сердце ушло в пятки. По моей коже скользнула чья-то рука. Я вскрикнула и обернулась. Какое там разобраться, голая она или волосатая? Главное, чья-то рука. Никого не было видно, но я уже в ярости. Это кто-то из деревенских забрался в баню. Так мне казалось. «Эй, кто там?» – грозно спрашиваю я. Моя подруга напугана, хотя ее никто за зад не трогал. Она пытается меня остановить, но я вырываюсь и влетаю в баню. Я намерена схватить негодника, подглядывающего за девушками. Он стоял возле каменки. Не кто-то из соседей и не какой-нибудь местный паренек. Вообще не человек. Высоченный голый старик. Согнулся в 3 погибели, но все равно упирается в потолок. Грязное тело облеплено листьями от веника. В руках кадушка с водой. В глазах гневные искорки. Его брови хмуро сдвинулись, и он дернулся. «Кипятком окатит», — вспомнила я и машинально отскочила, увернувшись от потока горячей воды. Меня задело совсем чуть-чуть, и я выскочила наружу, оглашая пронзительным криком всю Страхолеповку. Мы подняли на уши половину деревни. Дядька, топивший для нас баню, прибежал первым, а потом и другие соседи. Они обыскали и парилку, и весь двор, и дом, но никакого старика-великана не нашли. В ту же ночь я едва дождалась рассвета и давно сидела на чемодане, когда, наконец, нужно было уезжать. Бабушка нам попеняла за наше сумасбродство и сказала, что впредь будем в бане аккуратнее. Вот только с тех пор я в баню ни разу не ходила и в Страхолеповку не ездила. Подборка комментариев о ложных воспоминаний сайта Фостор.ру. Недавно решила выяснить у отца, как называется вкусное блюдо, которое он много раз готовил мне в детстве. Рецепт помню отлично. Крепкий чай с большим количеством сахара, сливочным маслом и размоченными сухарями. Все в одной кружке. Папа утверждает, что отродясь не слышал о подобной хрени и уж точно не стал бы кормить подобным ребенка. А я даже вкус помню. Была у меня такая же фигня. Помню отчетливо, как в детстве меня с братом один раз родители водили гулять в парк. Мне этот парк очень запал в душу, и через лет 5 мне захотелось туда вернуться. Мы с папой объездили все парки в городе, но того так и не нашли. Да и родители говорили, что не помнят той поездки. Знакомая ситуация, кстати. Мои воспоминания хранят нечто похожее. Помню, как в бабушкиной квартире стоит сервант, не в той комнате, где сейчас. И помню, как я открываю нижний ящик, а там проигрыватель для пластинок и ряд, собственно, детских пластинок в цветных обложках. Помню, как мне нравится ковыряться в этом шкафу и слушать пластинки. И еще знаю, что старшие этого не одобряют. Есть ощущение, что мой старший брат должен сей процесс контролировать. Ну, пластинки ставить, чтоб я мелкая не разбила чего ненароком. Поделилась воспоминаниями с бабушкой. А она говорит, что этот сервант еще до моего рождения перенесли в другую комнату. А проигрыватель с пластинками стоял там еще, когда мой папа был мелким и любил там копошиться. А помню все четко, как обычное воспоминание из детства. С папой об этом не говорила, только с бабушкой. Вот так вот. В дошкольном детстве у меня было знание. Знание состояло в том, что в кладовке, маленькая такая комнатка, 1,5 на 1,5 метра, я в ней потом секретную лабораторию оборудовал, где химичил, печатал фотографии и то прочее. В стене есть заваленное старыми вещами отверстие, закрытое решеткой, в которое может пролезть ребенок. И от этого отверстия в кухню идет ход, заканчивающийся таким же отверстием в стене, в самодельном шкафу, дверью которого служила кухонная дверь. Уверенность в существовании этих 2 отверстий и хода между ними
была такой абсолютной, что когда, в моем где-то 6-летнем возрасте, мама разобрала хлам в кладовке, и это отверстие там не оказалось, удивление было близким к шоку. И меня не смущало, что этот ход должен был сначала попасть в туалет к соседям, а затем пройти сквозь наш коридор. Такой своего рода объект получался. А еще я помню парк в Днепропетровске, где были заброшены аттракционы и летний театр. Мы с мамой там часто бывали, когда приезжали в отпуск в моем раннем детстве, и я любил там играть, лазить по всем этим заброшкам. В один из приездов, год где-то 1988, мы обнаружили, что эта территория обнесена проволокой с красными тряпочками на ней. И стоят знаки радиоактивности. Привет из Чернобыля. Видимо, померяли, ужаснулись, кинулись дезактивировать. А на заброшке решили не тратить силы. И человека-зиверты. И в тот год мы туда больше не ходили. А в следующий приезд я уже самостоятельный это место не нашел. Не так, как будто его срыли, а так, как будто его вообще не было. То есть, если представить, что это место вырезали, а дыру стянули. Потом расспрашивал местных, наших родственников. И выяснил, во-первых, что про этот парк очень любят говорить. Во-вторых, что такого места они вообще не знают. У меня тоже есть такое воспоминание. Родилась и росла в поселке, в котором находится военный санаторий. И тогда там что-то строили, что ли. И там на строительстве было задействовано много солдат-срочников. У меня отец закарифанился с 2 парнями. Они к нам на выходных приходили, помогали баню строить. Я с ними в мультики диснеевские смотрела. Вот как сейчас помню. Шла какая-то передача, и в конце сказали, что все, заканчивается. И один из них подколол, что и мультиков не будет. А я потом долго обижалась, потому что серьезно поверила. Мышей мультяшных мне в блокноте рисовали. Обедали и ужинали все вместе. Как-то уже гораздо позже спросила у родителей про них. Говорят, что не было такого. И баню нам дядька и местный алкаш строить помогали. Тоже было такое. В детстве, помню, с сестрой играли. Любили рисовать всякие рисунки в тетрадь. И какая-то родственница нам очень красиво туда рисовала в всяких мультях. Недавно виделись с сестрой. Я вспомнила этот случай. А она говорит, что не было такого. Хотя в ее тетрадь рисовали больше. Почему я и запомнила. Или гуляли как-то с парнем по неизвестному ранее району. Зашли не туда. Я и говорю, нам нужно мимо сгоревшего дома обратно идти. Он спрашивает, какого еще дома? Пойдем, говорю, покажу. Идем, я смотрю и глазам не верю. Дом целый, на окнах шторы висят. Сейчас вспомнила почему-то. Летом гуляла с коляской в небольшом леске. Ну как лесок? Так 30 сосны около дома. Наткнулась на классную полянку. Решила показать ее мужу. Но так и не нашла ее. Ни в тот день, ни потом. У меня нечто подобное порой бывает. Правда, не ложные воспоминания. С ними вроде бы все в порядке. А просто очень часто эффект дежавю. Что я это все помню и могу со 100% вероятностью сказать, что будет дальше. Как-то раз мне это даже помогло на див-зачете. Я просто неожиданно вспомнил, как я отвечал на этот же вопрос, заданный преподом. В общем, очень странное ощущение. Еще бывает, даже не знаю, как это назвать. В общем, после того, как просыпаюсь, перед глазами появляется нечто вроде экрана от телефона, только не цветной. И на нем мелькают различные лица и действия. Все это длится всего несколько секунд. Но событий там умещается намного больше. Тоже довольно странное явление. Благо, ничего мистического пока с этим связано не было. Ах да, последнее явление чаще всего появляется после сонного паралича. Автор Летяга. Прочитала несколько историй про ложные и странные воспоминания. Вспомнила историю примерно той же серии, произошедшую со мной лет 10 назад. Сразу оговорюсь, я не пью и не употребляю веществ, и уж тем более не могла делать этого в период нижеописанных событий, поскольку мне тогда было лет 8-9. Нет никаких нюх, слендеров и им подобных существ я не видела. У меня в памяти всего лишь отпечатался уютный вечер, проведенный в кругу семьи. Мы отмечали на даче день рождения какого-то из многочисленных родственников, и из-за плохой погоды решили не ехать домой в ночи, тем более, что отец уже не был достаточно трезв, чтобы вести машину. Было принято решение заночевать на даче.
Я отчетливо помню хорошо освещенную маленькую комнатку в дачном доме, в которой нередко бываю до сих пор. Горела голая лампочка и небольшой светильник, и мы всей семьей сидели за столом. Мы – это дедушка, бабушка, мои родители, маленькая я и какой-то не очень близкий родственник. Бабушкин двоюродный брат или что-то в этом роде. Мы играли в карты. Меня бабушка научила играть лет в 5, поэтому к 8 я прекрасно умела. Причем тот самый дальний родственник картинно мухлевал и довольно смеялся, когда его разоблачали. Он вообще был шутник и весельчак. Постоянно рассказывал анекдоты и подкалывал всех. Позже, когда спать мне еще не хотелось, мы пошли с ним наверх смотреть мультфильмы по старому дачному телевизору. Больше я с этими родственниками не виделась, потому что они жили за полстраны от нас, а в тот раз просто приехали погостить. Я бы совсем забыла про этот вечер, который, за исключением необыкновенного уюта и тепла, ничем не отличался от многих вечеров моего детства. У меня большая семья, и собирались мы так почти каждую неделю. Но пару недель назад я решила разобраться в столе десятилетней давности и выгрести оттуда свои старые тетрадки, детские рисунки, засохшие фломастеры, безнадежно испачканные вытекшими из ручек чернилами блокноты и так далее. Случайно наткнулась на сочинение, которое писала в классе в 3. «Лучший вечер в моей жизни», где был подробно описан тот самый уютный дачный вечер, холодным летом 10 лет назад. Я прекрасно помню, как писала это сочинение. Это было первое сочинение, написанное мной без чьей-либо помощи, и первое, за которое я получила 5. К нему даже было несколько иллюстраций, нарисованных моей нетвердой детской рукой, цветными карандашами, где я играю с роднёй в карты и смотрю мультики с дядей Леней, так звали родственника. Рисовка позабавила меня, и я, издав пару смешков, понесла сочинение на кухню к маме. «Смотри, как я рисовала», — хохотнула я. «Наверное, лучше, чем сейчас». Мама взяла листок, бегло прочла сочинение, посмотрела на рисунки и побледнела. «Откуда ты взяла это?» «Из стола. Откуда же еще?» — невозмутимо ответила я. «Это мое старое сочинение». Мама, все еще бледная, тихим голосом рассказала мне, что на нашей даче никогда не было электричества и телевизора, а дядя Люня умер от инфаркта, когда мне было 2 года. Сначала я не поверила, но потом путем непринужденных расспросов, не рассказывая про воспоминания, выяснила то же самое от папы и бабушки. Я нашла пару фотографий дяди Лени. Он был похож на того, что я изобразила на своих рисунках, хотя в этом я не очень уверена. Детская рисовка дает довольно мало информации о внешности людей. Совпали с реальностью лишь цвет волос и очень высокий рост. Я не то чтобы очень обеспокоена, я не пью таблеток и не хожу к психиатру, но мне все же интересно, что это за хрень. Если этот сон, то как мне в таких подробностях мог присниться сон с человеком, которого я до сих пор не видела даже на снимках?